Всем привет! Вы на канале Java Rangers. Меня зовут Ольга. Сегодня я вам расскажу, как можно выполнять миграцию в базу данных MongoDB при помощи инструмента Mangok. Что же такое Mangok? Это инструмент миграции данных на основе Java, который используется для выполнения безопасных миграций в распределенных системах. Он позволяет разработчикам управлять миграциями данных во время процесса развертывания приложения, обеспечивая совместную доставку изменений кода и данных. То есть, когда мы разрабатываем какое-то приложение, нам нужно, чтобы в нашей базе данных были некоторые данные. И как заполнить базу тестовыми данными, я вам сейчас расскажу. Так, давайте создадим проект при помощи Spring Initializer. Выберем Maven проект на языке Java. Spring Boot 3.3.2. Изменим имя на Mangok Demo. Так, здесь оставим все как есть, добавим зависимости. Пусть это будет Lombok, Spring Web пока. Так, мы скачали наш архив, распаковали его, открыли IntelliJ IDEA. И первое, что нам нужно сделать, это добавить нужные зависимости в POM файл. Так, посмотрим, что у нас уже здесь есть. Это Spring Boot Starter, Lombok, Spring Boot Starter Test. Кроме тех зависимостей, что у нас уже есть, мы добавим еще 3 зависимости. Это прежде всего зависимость для MongoDB, для работы с базой данных MongoDB. И еще 2 зависимости необходимы непосредственно для работы с Mangok. На сегодняшний день это версии такие 4.3.8, а для MongoDB 3.3.2. Далее я создала Entity User. Именно юзера мы будем записывать в нашу базу данных. Здесь у класса есть 2 аннотации. Документ, который нам говорит о том, что мы будем записывать в базу данных MongoDB в коллекцию с именем users и required arguments constructor. Здесь есть 3 поля. Private Object ID, у которого есть аннотация ID, Private String Name, Private String Email, а также геттеры и сеттеры. Теперь я создала папку changelog. В папке changelog я создала класс database changelog. Этот код представляет собой класс database changelog, который используется для управления изменениями в базе данных с помощью библиотеки Mangok. Давайте разберем его по частям. Аннотация changelog. Она указывает, что этот класс содержит изменения базы данных. Метод setDatabase аннотирован changeSet, что означает, что это изменение будет применено к базе данных. Параметры аннотации. Order равно 001. Это порядок выполнения изменений. ID равно setDatabase with users. Уникальный идентификатор изменения. Автор me – это автор изменения. Тело метода. Метод принимает Mangok template. Создается список пользователей, user list. Затем создаются 2 объекта user с именами и email адресами Петр и Федор. Эти объекты добавляются в список user list. И в конце список пользователей вставляется в коллекцию users в базе данных с помощью Mangok template. Этот метод предназначен для начального заполнения базы данных пользователями. Сейчас мы идем в файл Application Properties. Это наш путь к базе данных. Ранее я создала кластер на ресурсе Atlas и сюда добавила его URI. Прописала его в переменных среды. Название базы данных. Я ее назвала DemoData. Пакет, в котором находятся changelog'и. У меня это changelog. Теперь мы идем в основной класс, который запускает Spring Boot приложение. Есть одна очень важная аннотация, которую мы должны сюда добавить. Это Enable Mangok. Именно эта аннотация позволяет запустить в Mangok миграцию базы данных при запуске приложения. Вот и все. Теперь можно запускать приложение. Наше приложение запущено. В логах мы можем видеть, что применились изменения к базе данных. Давайте проверим. Вот я открыла Компас, программа для работы с MongoDB, обновляю. И вот мы видим, появилась база данных DemoData, а в ней 3 коллекции. Коллекция Users, в которой есть 2 наших пользователя, Петр и Федор. Все как мы ожидали. А также еще 2 коллекции. Mangok Log, она пустая, и Mangok changelog. Сюда записываются все изменения при запуске базы данных. Если в следующий раз мы еще раз запустим нашу базу данных, то Mangok проверит именно эту коллекцию Mangok changelog. Если здесь есть запись
с change ID, вот с таким, то в следующий раз он не будет записывать данные. Хорошо, мы заполнили основную базу данных. А что насчет тестовой? Аналогично, используя Mangog, мы проделаем все те же манипуляции для заполнения тестовой базы. Только тестовую базу я буду создавать не на удаленном сервере, а локально. А я создала файл application properties в папке resources. В тесте. Здесь я скопировала все те же 3 строки, только нужно изменить данные. Значит, здесь, как я уже сказала, будет локальная база данных, localhost 27017. Здесь я поменяла имя базы данных на тест data. Здесь я оставила такой же самый пакет для сканирования. Можно для тестовой базы данных создать другой changelog, но я оставила таким же. Мы с вами помним, что я добавляла аннотацию enable Mangog в Mangog Demo Application. Для того, чтобы миграция базы данных запускалась со стартом приложения. Теперь для того, чтобы миграция базы данных запускалась с запуском тестов, нам нужно добавить эту аннотацию в файл Mangog Demo Application Test. Теперь я создала тестовый класс, который содержит тесты для репозитория пользователей. Аннотация Spring Boot Test используется для создания полностью настроенного экземпляра Application Context Spring для тестирования. Класс User Repository Test – это тестовый класс, который содержит тесты для репозитория пользователей. Аннотация AutoWired используется для автоматического внедрения зависимости User Repository в тестовый класс. Метод TestUserRepository аннотирован тест, что указывает на то, что это тестовый метод. Внутри метода выполняется вызов User Repository findAll, который возвращает список всех пользователей. Затем с помощью assertion assert equals проверяется, что размер списка пользователей равен 2. Этот тест проверяет, что в репозитории пользователей содержится ровно 2 пользователя. Давайте его запустим. Тест прошел успешно. Ну и давайте на всякий случай заглянем в базу данных, чтобы убедиться, что наши 2 пользователя там есть. Вот, все в порядке. База данных создалась при запуске тестов. Вот наши 2 пользователя и запись в changelog. Но представим себе ситуацию, что наш тест проверяет не наличие пользователей в базе данных, а создает новых. Что произойдет в случае повторных запусков тестов? Естественно, тесты будут падать, потому что количество записей будет все время расти. Ведь наша база данных не очищается после прохождения тестов. Для этих целей я создала метод cleanup с аннотацией after all, что означает, что он будет выполнен после всех тестов в классе. Вот что он делает шаг за шагом. Этот код Mongo клиент создает подключение к серверу MongoDB, работающему на локальном хосте на порту 27017. Далее Mongo Database. Здесь мы получаем доступ к базе данных с именем TestData. Дальше идет цикл, который проходит по всем коллекциям в базе данных и удаляет каждую из них. Для каждой удаленной коллекции выводится сообщение в консоль. В конце метод закрывает подключение к MongoDB. Таким образом, этот метод очищает базу данных TestData после выполнения всех тестов, удаляя все коллекции в ней. Есть еще кое-что, что необходимо учесть. По умолчанию метод, который обозначен аннотацией afterAll, является статическим. Для того, чтобы сделать его не статическим, я использую аннотацию TestInstance над классом. TestInstance lifecycle per класс. Но вам не кажется, что можно оптимизировать процесс прохождения тестов? Ведь если у нас будет много тестовых классов, очистка тестовой базы будет проходить в каждом из них. А как сделать так, чтобы база очищалась один раз после завершения всех тестов? Ответ очень простой. Нужно перенести этот метод cleanup отсюда вот сюда, Mongo Demo Application Tests. Ну и не забыть с собой прихватить эту аннотацию. Она здесь больше не нужна. Вот. Попробуем запустить тесты. Вот, что и требовалось. Все тесты прошли успешно. И в конце мы видим, что коллекции все в базе данных были удалены. Таким образом, сегодня я вам рассказала об одном из способов заполнения базы данных MongoDB. В этом нам помог Mangog, а также ее автоматической очистки. Спасибо.